Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. Циклон Чанту, сформировавшийся в Филиппинском море 8 сентября 2021 года, достиг статуса супертайфуна 5-й категории, став вторым супертайфуном в году. На севере филиппинского острова Лусон объявлено предупреждение о суровой погоде и сильных ливнях. Штормовая система развила ветры 175 км в час с порывами до 250 км в час. Чанту движется со скоростью 19 км в час. Максимальная высота волн в охвате супертайфуна составила 11,5 метра. В ближайшее время тайфун создаст опасные морские условия в прибрежных водах Филиппин, особенно для небольших судов. Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб предупреждает, что тайфун будет перемещаться на запад и юго-запад, а затем приблизиться к северо-восточной части материкового Кагаяна, после чего направится к северному Лусону. В эту субботу Чанту проходит около южного побережья Тайваня и выходит на берег в районе юго-восточного Китая 12 или 13 сентября 2021 года. Из-за благоприятных условий окружающей среды тайфун постоянно усиливается и достигнет максимальной скорости ветров от 185 до 205 км в час. Разрушительный лесной пожар, поразивший горы за популярным курортом Коста-дель-Соль, Эстепона, унес жизнь пожарного и вынудил более 1000 людей покинуть свои дома. Официальные лица подтвердили, что 44-летний пожарный погиб 9 сентября 2021 года днем, когда боролся с низкоконтролируемым пожаром вместе с коллегами. Многим местным жителям и отдыхающим, проживающим поблизости, было приказано покинуть свои дома и жилье, а небольшое количество людей разместилось в спортивном павильоне, рассчитанном на проживание около 100 человек. Сильные западные ветры продолжают мешать попыткам взять под контроль пожар, который затрагивает 4 муниципалитета недалеко от пляжей Коста-дель-Соль в Испании, популярных среди британских отдыхающих. Тревога была поднята утром 8 сентября 2021 года, а 6 часов спустя был активирован первый уровень регионального плана действий в связи с лесными пожарами в ответ на угрозу жизни людей и имуществу. Почти 3642 гектара земли уже были охвачены огнем, что делает пожар самым разрушительным за последние десятилетия в провинции Малага. Туристов попросили держаться подальше от вертолетов, которые могут летать низко для сбора воды из моря и водоемов для тушения пожаров. Причина пожара еще не подтверждена, хотя источники уже указывают на возможный поджог. Пожар начался в 2 разных местах, а это может означать, что он мог быть преднамеренным. Мексиканский штат Нижняя Калифорния принял на себя удар урагана Олаф, который принес в регион ливни и сильный ветер со скоростью 155 км в час. Штормовая система вышла на сушу вечером 9 сентября 2021 года возле города Сан-Хосе-дель-Кабо. По данным Национального центра США по слежению за ураганами, предупреждение о суровой погоде охватило Нижнюю Калифорнию от Лос-Баррилес до Кабо-Сан-Лазаро. Метеорологи предупредили об опасных для жизни внезапных наводнениях и оползнях, вызванных осадками от 250 до 380 мм. Федеральная водная комиссия Мексики считает, что Олаф может усилиться до урагана 2-й категории, поразив районы Лос-Кабос и Ла-Пас, а также нижнюю часть Южной Калифорнии, где находятся популярные пляжи. В Лос-Кабосе ураганный ветер повалил деревья, в некоторых районах пропало электричество. Власти открыли эвакуационные центры для всех людей, проживающих в уязвимой местности. По прогнозам, Олаф продолжит движение на северо-запад, а за выходные постепенно ослабнет, когда пройдет над сушей. Почти 2-месячная норма осадков выпала всего за несколько часов в департаменте Лот-и-Гаронна на юго-западе Франции поздно вечером 8 сентября 2021 года. По данным городского правительства, улицы города Ажен
были затоплены водой более чем на 2 метра. Около 70 пожарных были направлены в этот район, и команды отреагировали примерно на 130 инцидентов, в основном из-за затопления подвалов или зданий. Сообщений о травмах и гибели людей не поступало. Местные власти открыли эвакуационный центр в ратуше. По данным местных СМИ, пожарные спасли около 20 человек. Также пострадали районы близлежащих Боя, Нерак и Марманд, и несколько дорог в этом районе были закрыты. В Бое часть крыши супермаркета обрушилась под тяжестью дождя. Метео Франс сообщила, что 8 сентября 2021 года с 19 вечера до 22 ночи на станции Ля Гаренне в Ажене было зафиксировано рекордное количество осадков в 128,8 мм. Из них 80,5 мм выпало всего за час. 24-часовой рекорд осадков составил 73,6 мм по сравнению с февралем 1990 года. В областях департамента Од также был проливной дождь. Дороги в Лизиньян-Корбьер были затоплены. В нескольких местах за 1 час было зафиксировано более 40 мм осадков. Кон-Минервуа зафиксировал 57,6 мм осадков за 1 час, что эквивалентно примерно 1 месяцу дождя. Наводнения вызвали то, что местные власти назвали катастрофическим опустошением в штате Белый Нил в Судане. По реке были отправлены дополнительные лодки для эвакуации людей, которые с начала недели оказались в затруднительном положении из-за наводнения. Официальные источники говорят, что главный приток Нила в Атбаре поднялся, но все еще почти на метр ниже уровня наводнения 2020 года. Более 1800 семей, 15 тысяч человек в 53 деревнях пострадали от наводнения в районе Эль-Джабелейн в штате Белый Нил. Гуманитарная ситуация в административной единице Джуда катастрофическая и выходит за рамки возможностей этого населенного пункта. Более 53 деревень и поселений пастухов в юго-восточной части Джуды находятся в сложной ситуации из-за проливных дождей и наводнений, которые привели к обрушению зданий и гибели скота, а также к ущербу для сельскохозяйственных угодий. В область были доставлены дополнительные речные лодки для продолжения эвакуации семей, окруженных водой. По данным комиссии по гуманитарной помощи, с начала сезона дождей в июле от проливных дождей и наводнений пострадало более 88 тысяч человек в 13 из 18 штатов Судана. Ожидается, что дождь будет продолжаться. Вот так незаметно наш выпуск подошел к завершению. Новостей о катаклизмах так много, что очень скоро люди перестанут воспринимать их как тревожный сигнал, ведь мы всегда ко всему быстро привыкаем. Тем не менее, не стоит терять бдительность. А как считаете вы? Напишите об этом в комментарии. Благодарим вас за просмотр и комментарии. Оцените это видео, бейте в колокол и подписывайтесь на канал, если до сих пор еще не подписались. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.